Приветствую вас, мои дорогие зрители. Итак, сегодня мы посетим одну из самых впечатляющих в Прибалтике усадеб с историей, охватывающей более 5 столетий. Усадьба Одзена. Если заглянуть в далекое прошлое, то в течение нескольких столетий после вторжения немецких крестоносцев в места, где была основана усадьба Одзена, эти земли входили в состав Рижского архиепископства. Вот на это самое время и приходятся самые ранние известные упоминания об усадьбе Одензе, одно из названий усадьбы того времени. В 1449 году Бертрам фон Тизенгаузен получил в наследство усадьбу от отца Энгельбрехта, а через 6 лет продает ее своему брату Йохану. И впоследствии род Тизенгаузенов владел поместьем вплоть до 1625 года, то есть до начала шведского периода. А вот во времена шведского владычества шведская администрация активно проводила редукцию, по которой от помещиков требовали документы, на основании которых они владели имуществом. А если таковых не имелось, по тем или иным причинам поместье изымалось в пользу казны, и в лучшем случае помещик мог стать арендатором поместья, которое он еще недавно считал своей собственностью. Но и, судя по всему, с документами у Тизенгаузенов было не все в порядке. Это не бочка, это целая эпоха. В итоге шведский король Густав II Адольф в 1625 году передал Одензе полковнику Йогану Ренгольду Штрейфу фон Лауштейну. Но Лауенштейны, ввиду смены статуса этих территорий, здесь не задержались надолго. Привет, привет, поздравляю тебя. О, какой замочек, так замочек. После того, как в результате Северной войны Лифляндия вошла в состав Российской империи, усадьба Одзена стала собственностью казны и довольно часто меняла арендаторов. И только в 1744 году российская императрица Елизавета Петровна пожаловала имение Одзена фельдмаршалу Петру Шувалову, который через год продал ее прежнему арендатору имения майору Энгельберту фон Бримеру. И с этого момента бароны фон Бример на правах полноправных собственников владели Одзеной до самой аграрной реформы 1920-х годов. С тех пор усадьба стала постепенно приходить в упадок. А, посмотри. А наибольший расцвет связан с Рудольфом Фридрихом Адрианом фон Бримером, который в первой половине 19 столетия принялся за строительство нового усадебного дома. И вот в 60-х годах 19 века он перестроил старый каменно-деревянный дом в роскошный дворец с 6-этажной башней. По окончании строительных работ дворец, представ во всей своей красе, считался одним из самых впечатляющих неоготических зданий на территории современной Латвии. В качестве предполагаемого архитектора здания называют немецкого архитектора Йогана Хельда, который в середине 19 века руководил строительством церквей и мостов в этом регионе. Но никаких других оснований, помимо того, что он работал неподалеку, называть Хельда архитектором дворца в Одзене нет. На территории, прилегающей к имению, было построено более 30 зданий самого различного назначения, включая производственные, такие как стекольная фабрика и другие. И потому во второй половине 19 века в Одзене кипела бурная жизнь и напоминала небольшой городок. К слову сказать, некоторые здания сохранились до наших дней. Супер. 9 ноября 1880 года Адриан фон Бример умер и похоронен в родовой каплице в Етлове. Между прочим, в некрологах, опубликованных в газетах того времени, среди многих хороших дел фон Бримера упоминалось и строительство прекрасного дворца. О Рудольфе Фридрихе Адриан фон Бример местный люд сохранил добрые воспоминания. Он по-человечески относился к своим крестьянам и к работникам поместья. А с началом 20 века начались времена больших перемен.
а с ними и трагические события, потрясшие всю Российскую империю. А началось все с революции 1905 года, которая сопровождалась массовыми крестьянскими бунтами. И почти по всей Лифляндии ярким пламенем заполыхали подожженные усадьбы. Не избежала этой участи и Одзена. В результате пожара внутренние помещения полностью выгорели, но каменные стены и башня уцелели. Однако фон Бриммеры все же приняли решение о восстановлении своего родового гнезда. И в 1908 году Филипп Энгельбрах Михаил фон Бриммер занялся его восстановлением. И в общем и целом у него что-то да получилось. К 1916 году дворец был практически полностью восстановлен. Но уже вовсю полыхала по Европе Первая мировая война. Потом случились революции в 16 и 17 годах, гражданская война. И после всех этих потрясений Российская империя теряет контроль над этими территориями. И как итог, Латвия впервые обрела свою государственность. За время военных разборок Первой мировой войны замок был полностью разграблен. Масштабного пожара в главном здании, к счастью, не случилось, но сгорели несколько других усадебных построек. После аграрной реформы 2020 года усадьбу национализировали, и с той поры усадьба стала официально именоваться Одзена. Ну а после реформы Одзенское имение перешло в ведение Министерства земледелия, и на правах акционеров усадьбу получило Одзенское общество молокопереработчиков. У этого общества были грандиозные планы превратить усадьбу в маслозавод или в культурный центр, однако из-за недостатков средств воплощения этой затеи так и не реализовались. Бывшие владельцы семьи фон Брюмер не удовлетворились оставленными в частное владение территорией и подали официальную жалобу. В результате их претензий на несправедливые итоги национализации Сенат Латвии признал обоснованными и отменил прежнее решение. 18 мая 1923 года была утверждена новая неотчуждаемая часть старого имения, которую передавали прежним владельцам. Вторую мировую войну Одзена, на удивление, пережила без новых катастрофических разрушений. И уже в советское время замок немного подремонтировали, устроили в нем дом культуры, библиотеку и оборудовали несколько квартир. Но это было только сделано на одной половине здания, а в общем и целом особенно реставрацией замка никто не занимался, и тем более о красотах неоготики никто особенно не заботился. И вот с 2012 года началась поэтапная реконструкция. Восстановлены гостевой дом, пивоварня, садовый домик и кровля правого крыла дворца. Полная реставрация планировалась к 2020 году, но, к сожалению, работы к сегодняшнему дню так и не завершены. И как бы там ни было, однозначно усадьба впечатляет своей грандиозностью. Сегодняшняя Одзена – своеобразный символ исторических перипетий Латвии, где переплелись эпохи рыцарства, шведского и российского влияния, а также современные усилия по сохранению исторического и культурного наследия. Ну а мы пожелаем новохозяевам замка сил, терпения и средств, чтобы восстановить во всей своей красе этот грандиозный шедевр зодчества. Ну вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.